Всем привет, привет, меня слышно? Есть звук? Если есть звук, дайте плюс, пожалуйста, в чатик. Закидайте плюсики. Отлично, если хорошо слышно, начнем. Всем еще раз привет, ребята. Так. Начнем недельный разбор. Итак, кто смотрел предыдущий выпуск, на прошлой неделе мы делали прогноз, что цена, давали два сценария для цены. Или... Ждал как. Итак, сценарий был какой у нас? Мы ожидали то, что на фоне вот этих всех глобальных новостей, благодаря Трампу, цена, первый сценарий, цена может открыться с гэпом в шортовом направлении, да? И в таком случае у нас был таргет именно вот этот лоу. И второй сценарий, мы ожидали, если цена, то есть у нас, так как это начало месячного цикла, и новый месячный цикл квартальной теории по кварталке, и он либо начинается с икса, либо начинается с аккумуляции. И если у нас вариант AMDX, то цена должна была бы прийти в диапазон вот этого rejection блока, оттестировать и потом остаться здесь внутри рейнджа между вот этим хаем и этим лоу. А если сценарий начинался бы с икса, то мы должны были бы сделать смещение, сильное смещение в шортовом направлении. В общем, сценарий у нас был готов уже к понедельнику. Нам нужно было просто увидеть подтверждение на графике. И так. Вот это у меня с пятницы открытая сделка оставалась с минимальным лотом. И был нацелен вот на этот лоу. С открытием новой недели, как вы видите, сразу тейк отработал. Просто вот эти события, они, как вам сказать правильнее, это как бы прикрытие для алгоритма. Даже без этой войны против Ирана цена все равно бы опустилась бы в sell side. Так, сейчас М15. Потому что у нас нарратив от старшего таймфрейма, он уже подсказывал, что все движение у нас будет шортовым, и можно ожидать шортовое движение. Старший таймфрейм он уже подсказывал. И если помните, еще в предыдущем рекапе мы делали анализ, и там я говорил то, что индексы должны падать. То есть для манипуляции года она еще не была, но начало уже, скорее всего, будет. И вот на фоне этих событий, скорее всего, это начало манипуляции годового цикла. И таргет у меня был вот этот лоу с открытием новой недели.
таргет отработал сразу, и началась новая неделя. Окей. Что мы ожидали, да, в понедельник? Допустим, сейчас прокрутим до Лондона. Вот. Итак, вот Лондон. В Лондоне вообще в понедельник цена сразу начала движение сильного смещения. Это казалось уже будто бы это X для меня в начале недели. И в понедельник мы сформировали уже SMT-дивергенцию здесь, вот, между неделями в лондонской сессии. Так. Нет, это так, часовой. Вот она, вот эта SMT-дивергенция вот здесь была. Да, это потом будет уже. Недельная SMT сформировалась, и недельная SMT это считается сильным SMT сигналом, который идет после месячного. И оно формируется в лондонской сессии, то есть внутри килл-зоны. И это дает сильную подсказку, то что цена здесь уже для понедельника, скорее всего, здесь сформировали лоу дня, и дальше будет уже расширение. Нам нужно было здесь, после формирования Азии и Лондона, просто дождаться, как сформирует график до Нью-Йорка. И как мы видим, здесь 7, сейчас 9, вот 9:15. Прокручу до 9:15. Да, блин. И вот 9:15 мы имеем вот такую картину. Да? У нас есть уже SMT недельная, и плюс начинают удерживать цену PDRAs. То есть это 15-минутный баланс, как мы видим здесь, не дает цене спуститься ниже. Плюс еще, это если 15-минутный, то на М30 цена находится внутри еще инверсионного имбаланса. Вот он. Если мы это нижний удалим, вот как раз этот инверсионный имбаланс, он считается еще сильнее. И здесь прям четко видны следы алгоритма. То есть уровень 0,5 удерживает цену, то есть тела свечей прям отлично. Это хороший признак, хороший сигнал. И можно было уже ожидать в нью-йоркской сессии продолжение вот этого движения. Потому что у нас есть SMT-дивергенция уже. И вот это все у нас нам дает картину, что здесь формируется MXM модель. То есть кривую продаж здесь уже сформировали. Потому что мы пришли в POI от старшего таймфрейма, сформировали здесь SMT-дивергенцию. Если посмотрим на дневном таймфрейме, мы пришли в диапазон здесь дневного rejection блока. То есть это сильный POI, который обычно всегда удерживает цену. То есть это уровень сопротивления. И как раз отсюда здесь формируется SMT-дивергенция, и цена получает реакцию. Все признаки разворота у нас имеются. Если разворот будет, то мы уже должны заранее чертить для себя сценарий, да? То есть смотреть, есть ли тут MXM модели, может sell model и buy model. Вот тут мы видим то, что прям четкая MXM кривая, здесь сформировалась sell model, и тут мы можем уже предполагать, что будет формироваться buy model. Вот в эту сторону.
И таргеты будут, скорее всего, вот самые очевидные, надо всегда таргетироваться вот на равный хай. А вот этот хай нужно быть осторожным, потому что этот хай, он protected, он забрал ликвидность здесь. По ибдоциклам, микроликвидность ибдоциклов. И этот у нас protected high. Нужно его отметить. Вот таким вот образом отметим его. Protected high. Но все, что до него, это явная ликвидность, за которой будет, если будет формироваться дальше движение, будет охота именно за этой ликвидностью. Итак, здесь у нас вот студенты работали в понедельник, вот их торговля. Вот здесь открытие понедельника, формируется low resistance ликвидность, здесь консолидация, цена входит в аккумуляцию, делает манипуляцию заранее, здесь формируем уже SMT-дивергенцию, вот тут была. И тут вот после дисплейсмента открывается сделка и ловят хорошее движение. Вот таргет здесь был, видите, take profit выставлен уже сюда. Давайте разберем теперь это на графике. Перейдем на младший таймфрейм. На М3 либо на М1. Лучше на М1. Чище будет, да? Так. На S&P 500 тоже на М1 перейдем. И тут мы видим, что на S&P 500 и между NASDAQ у нас есть уже SMT-дивергенция. Вот до нью-йоркской сессии у нас сформирована SMT-дивергенция. Вот. Плюс у нас опять цена находится в POI, в диапазоне инверсионного имбаланса. Сильный уровень. Нам нужно, когда цена находится внутри такого диапазона и формируется SMT-дивергенция, это сильный сигнал. Открывается нью-йоркская сессия 9:30. И что у нас получается? С открытием цена делает манипуляцию. Забираем вот эту ликвидность всю отсюда. Вот. Получается, это стоп-хант. Охота за стопами. Сделали стоп-хант. Сформировали опять здесь SMT моментум. Вот тут. Да. И начинается здесь и движение в displacement. Когда вы видите вот такое сильное движение, то можно здесь заходить по рынку уже. Потому что начинается уже, цена вошла в фазу дистрибуции. Можем открыть отсюда с этой свечи. И как я говорил, первый таргет у нас самый ближайший, это сессионный таргет Buy Side Азии. А второй таргет у нас вот эти равные хай. Видите, раз, два, три. Это значит equal highs. Равные хаи, относительно равные. Поэтому можно здесь уже вставлять, то есть либо два варианта, либо работаете с одной позицией, как только цена доходит до азиатской сессии, закрываетесь. После него, когда цена забирает важная ликвидность в виде сессионной, может быть, либо ликвидность предыдущих дней, либо недель. Как только алгоритм забирает такие ликвидности, оно всегда делает одно откатное движение. Вот, допустим, мы поставим сейчас сюда свой таргет. И как только цена заберет наш тейк, и оно сделает одно откатное движение до имбалансов, которые сформируются вот в этом движении. И на откате можем ловить движение.
1 к 3, тут неплохо уже. Вот забрали. Теперь после этого движения должно быть одно откатное движение теперь. Просто будем ждать, когда цена сделает одно откатное движение. Вот началось. Так. Здесь, скорее всего, сейчас сформирует SMT-дивергенцию. И цена должна, по-моему, упасть еще глубже. Вот это inducement. Это ложный лоу. Так, вот теперь, вот смотрите, здесь, так, этот low, ниже, да, вот, тут мы формируем hidden SMT, вот, то есть это еще одно подтверждение, то, что цена, вот это, плюс вот этот импульсное движение, это подтверждение, что цена уже вошла в фазу FMXM модели, то есть кривая FMXM покупок, она уже вот в действии. Вот тут у нас был low risk buy, здесь первая фаза Silver Bullet, сформировали гэп, и тут всегда перед следующим импульсным движением цена будет у вас формировать всегда SMT-дивергенцию. Вот как здесь. Видите, сначала сформировали SMT-дивергенцию, и цена ушла. И плюс вот это и есть у нас Turtle Soup. Вчера в закрытом канале ребята спрашивали, что такое Turtle Soup. Да. Turtle Soup это когда цена, алгоритм охотится за локальным хаем, либо low, то есть экстремумом локального дилинг рейнджа. Если мы здесь посмотрим, вот у нас локальный дилинг рейндж, вот он, вот этот high и этот low, и они находятся внутри POI. Здесь 15-минутный имбаланс и инверсионный имбаланс тоже находится. Так вот, Turtle Soup будет, когда цена заберет либо buy side сначала, затем перевернется и будет охота уже за sell side. Либо наоборот, sell side, затем уже buy side. Это своего рода как бы double purge. И вот мы видим, вот цена сначала забирает buy side, спускается, очищает sell side. Вот это движение и есть Turtle Soup. Вот внутри этого движения нам не обязательно дожидаться слома структуры. Нам достаточно циста. Либо цист, если вы хотите торговать по Turtle Soup, вам достаточно будет вот, слома через цист. Либо в таких случаях инверсионные имбалансы. Слом структуры вам не обязательно дождаться, если вы хотите торговать через Turtle Soup. Прелесть этой концепции заключается именно в этом. Внутри торговли через Turtle Soup вам не надо дождаться слома структуры через МСС. Самое главное, чтобы все вот это остальное у вас сформировалось. Вот. Даже если бы цена здесь не забрала этот high, просто спустилась бы, забрали бы low, но это все происходит внутри POI, забрали, и цена резкой, это все происходит Turtle Soup резким импульсным движением. И обычно это приходится часто в нью-йоркской сессии.
внутри киллзоны Нью-Йорка происходят такие движения. И как мы видим, вот сильное импульсное движение, бац, забрали ликвидность, опять вернулись, и цена возвращается к уровню циста, видите? Вот эта свеча, вот эта последняя свеча, которая забирает ликвидность, от тела мы тянем уровень, и он всегда будет являться цистом. Вот после смещения цена возвращается, вот вам сигнал, тела свечей не закрываются ниже. Здесь можно было поймать вход и дальше ловить движение. Я просто в понедельник не торговал. Ну вот торговали студенты, вот как раз здесь был их вход. И тейк первый был здесь. Второй, вот, сформировалась S&T-дивергенция. Это подтверждение. Так как мы еще не достигли наших таргетов в виде вот этих equal highs. Можем сделать так. И вот есть у нас таргет, отработал. И теперь смотрите, вот у нас protected high. Как цена будет реагировать на эту зону? Ланч-сессия началась. Началась PM-сессия. Все. И как мы видим, вот здесь у нас уже смещение, вот здесь у нас слом, вот он, слом, через МСС. Почему? Потому что мы достигли здесь Protected High, и тут, по-моему, уже и SMT-дивергенцию тоже сформировали. Так, опять. Да, здесь SMT, NASDAQ формирует равные хаи, а S&P 500 делает фейл, он не смог достигнуть. После этого у нас вот происходит слом структуры. Итак, мы отработали понедельник. И заодно мы выполнили наши цели, которые мы обозначали в начале недели еще, помните? То есть, что у нас произошло? Перейдем на недельный таймфрейм. Помните, на недельном таймфрейме у нас был вот этот rejection блок и плюс вот эта ликвидность была. Вот мы забрали ликвидность эту и вернулись вовнутрь rejection блока. И я говорил то, что еще в прошлой неделе, если цена вернется в диапазон rejection блока, то это будет уже модель AMDX. То есть эта неделя будет в аккумуляции. То есть сильных движений можно не ожидать. То есть и цена будет находиться внутри определенного рейнджа. Этот rejection блок, если удержит цену, то вот это low будет минимум нашего рейнджа, внутри которого цена должна остаться для формирования аккумуляции и ликвидности. И вот цена остается как раз таки внутри этого, то есть возвращается в диапазон этого rejection блока. Итак, можно все это лишнее удалить. Теперь, что мы имеем? У нас понедельник здесь завершается. Сейчас чуть-чуть прогоним, чтобы закрылся день. Вот. День закрылся.
Вот так мы закрываемся. Почему он бычит? Да, бычится сейчас. Так. Закрываемся бычьим, но мы формируем здесь, видите, SMT. Вот. У нас формируется SMT-дивергенция. Так, на 3-часовом таймфрейме. Здесь, вот тут формируется у нас different delivery. Я сейчас уже почти закончил эту тему. Я скоро сделаю выпуск этого урока. Это очень сильная тема, которая поможет многим читать алгоритм. Вот здесь у нас происходит deferred delivery, то есть отложенная доставка. Это когда цена, допустим, у нас произошло смещение, цена идет в шортовом направлении, и она, когда достигает диапазона high resistant ликвидности, high resistant ликвидности, это когда у нас один свинг, который снимал до этого ликвидность, предыдущая ликвидность, допустим, нескольких дней, недель. И после нее нету никакой вот low resistance ликвидности. Вот у нас здесь вот этот low в виде rejection блока и есть high resistant ликвидность, то есть ликвидность с высоким сопротивлением. И обычно, когда цена достигает этого уровня, она делает одно откатное движение в обратную сторону. И это движение было вот этим. И когда она делает откатное движение, здесь должно сформироваться SMT-дивергенция, и затем цена должна упасть еще глубже. И в таких случаях вот этот low и этот low будут таргетами. Если посмотрим, здесь вот у нас ребята работали, вот как раз таки поймали это движение. Вот здесь автор пишет: доброе утро всем. Вчера ночью увидела картинку, решила взять такое. Цена в дискаунт пришла, окончание фазы MMPM, SMT, CIST, IFEG. Вот. И здесь доказательство от MetaTrader, то что вот стоп-линия и здесь вход. И только ниже, вот здесь на этом уровне. И тут уже вот отработка этого трейда. То есть, когда вы читаете правильно график, то все становится ясно и понятно. То есть, вам нужно просто правильно читать график для того, чтобы торговать в правильном направлении. Вот этот уровень можно брать как за цист. Так. Вот цена вышла за этот уровень. Вообще-то здесь даже. Затем у нас здесь образован имбаланс. Вот это движение у нас было дисплейсментом. Вот это движение у нас было дисплейсмент внутри килл-зоны. Прямо вот здесь можно уже открывать в шортовом направлении позицию и таргетироваться уже на этот лоу. Первый таргет этот лоу. Второй этот.
Я вот сказал то, что приготовил уже урок. На следующем вот я сделаю выпуск. Всем рекомендую посмотреть этот урок. И там я расскажу все секреты этой концепции Different Delivery. Многие, наверное, у многих такое было, то, что вы делаете анализ, все якобы, вроде бы все правильно, да, даже вот тут, если сделать анализ именно здесь, тут те, которые вот здесь вошли с таргетом вот сюда, они здесь поймали стопы, потому что цена развернулась, когда оставалось чуть-чуть до таргета. И у многих такое было, когда вы делаете правильный анализ, но цена поначалу двигается по вашему направлению, но когда остается чуть-чуть, она разворачивается, идет в противоположном направлении, забирает ваши стопы, после этого делает разворот и идет за той целью, которую вы отметили, и забирает эту цель. И многие потом сидят в недоумении, что я тут неправильно сделал. Все вы делаете правильно, но есть одно но. Вы не знаете эту концепцию. Поэтому, если не хотите ловить такие стопы, рекомендую посмотреть вот следующий урок, который я готовлю. Там я раскрою всю логику этого движения и все секреты. Там потом уже все ясно станет, почему, откуда и как. И как надо вообще торговать в таких случаях. Окей, двигаемся дальше. Вот тут мы можем уже ловить движение. Стоп мы ставим за инверсионный имбаланс, за имбаланс этот. Тейк сюда. И давайте посмотрим, как это работает. Когда вы читаете график, просто вот смотрите, даже здесь видно, что это MXM модель. Здесь формируется MXM модель. Но чтобы торговать MXM модели, вы должны знать все фазы MXM модели. MXM модель состоит из нескольких фаз. У него есть, допустим, начало этой модели, называется SMR, Smart Money Reversal. Затем фаза идет Low Risk Buy Sell. У него тоже есть свои свойства, то есть есть подтверждение этой фазы. Без подтверждения нельзя торговать. Когда подтверждается эта фаза, все, значит, есть зеленый свет, что можно дальше торговать. Затем идет первая фаза Silver Bullet, затем идет вторая фаза и так далее, и так далее. Еще много там фаз. Когда вы знаете эти фазы, то внутри вот этой модели можно ловить несколько трейдов. Несколько. Поэтому, когда у ICT спросили, вот у тебя есть достаточно много разных концепций, которую бы ты выбрал одну концепцию для торговли, если бы тебе предложили бы такое. И он ответил то, что он бы выбрал одну концепцию, это MXM модель, то есть и торговал бы только по ней. Потому что внутри этой модели дается несколько возможностей. Минимум 2 раза можно поймать самые сильные движения. Так, и вот здесь отработал таргет, как у студента, здесь вот он, отлично. Затем у нас вот нью-йоркская сессия, здесь уже моя торговля, вот она. Тут я торговал. Давайте разберем теперь, как это было. Здесь мы уже, когда в лондонской сессии у нас цена сделала смещение, здесь сформировали опять SMT-дивергенцию. Вот тут. Так, на М15. Западные трейдеры, у них, кто если сидит в Твиттере, можно встретить часто такую фразу. No SMT, no trades. Часто повторяют западные трейдеры именно эту фразу. Это очень сильная фраза. На самом деле, если кто-то будет соблюдать этому и поймет, что SMT это ключ к успешной торговле.
И цена все еще, видите, инверсионный, помните, имбаланс я натягивал. Вот, это диапазон инверсионного. Все еще он работает. Он все еще работает. Цена не смогла пробиться. Вот она. Не смогла пробиться. Плюс, так, здесь же было, да. Пробили этот диапазон. М3, М3. Вот тут, здесь я поймал, выполнил вход на М1, по-моему. Да, вот здесь было. Здесь у нас формируется displacement. Так, на М1. Так. Отсюда я открыл позицию. И таргет был сейчас 24 600. 24 600. Да, 619. Так, отметим этот уровень. 24 619. Вот этот хай. Вот сюда таргетировался. Почему я таргетировался в ту сторону? Потому что здесь вот формируется low resistance ликвидность. На М1 прям четко видно. И под дневным профилем я уже после вот этого смещения я ожидал, что будет Judas Swing. А что не сработало? В общем, вот отсюда. И зашел в обратном потом направлении. Блин, давайте сделаем так. Почему он не сработал, сука? Покупку. Тейк сюда, я не зафиксировал его. Да? Давай. Go. Поехало, пошло.
Теперь, ну-ка. Хай предыдущей сессии. Про что вы? Что-то я не понял этот момент. Почему я таргетировался именно сюда, не выше? Да? Я вот специально сейчас переключился на M15. Вот здесь у нас Balanced Price Range. Вот он. BPR. BPR. И все, что выше у нас, выше, на данный момент это сбалансированный диапазон. А цена, все, если у вас находится имбаланс ниже BPR, и цена находится снизу, то вот последний имбаланс, вот этот имбаланс, он всегда удержит цену. Можете смело отмечать такие уровни, диапазоны и работать именно таким образом. Если у вас находится BPR, допустим, над имбалансом, то вот это сильная зона сопротивления, и ее цена не пробьет, пока не достигнет основной цели. Если цена находится в фазе дистрибуции и идет к основной цели, пока не достигнет цена этого таргета, вот это все будет удерживать цену. Так, М1. Здесь потом так закрыл позицию и тут же вот открыл позицию в шорт. Вот тут. И диапазон 24-162. Таргет был 24, 162. Вот этот уровень. И что мы здесь имеем? Ну-ка. Мы имеем вот этот лоу. Вот этот лоу. Я специально таргетировался именно на вот это тела свечей. Не на лоу, а на тело. Вот сюда. Тут на М1 зашли же, да? Да, на М1. Короткая позиция отсюда, стоп сюда и тейк сюда. Так. Забрали. И здесь мы уже, по-моему, сформировали SMT-дивергенцию, да? Да, сейчас сверимся. По-моему, здесь уже SMT было, поэтому я закрыл сделку. Так.
Да, вот. Здесь мы сформировали месячный SMT, лоу февраля. Лоу февраля забирает S&P 500, а NASDAQ делает фейл. То есть у нас сформировался уже месячный SMT на sell сайде. Поэтому здесь я уже закрыл вручную сделку, потому что вот эту цель, этот таргет забрали на другом активе. На другом, на S&P 500 забрали. Поэтому я закрылся уже здесь вручную. Вот оно. Здесь закрылся. И тут же, так как у нас уже сформировалась SMT дивергенция, и на младшем таймфрейме мы должны смотреть смещение, дадут ли нам смещение. Смотрите. Вот у нас есть displacement. Опять повторяю еще раз. Вот это импульсное движение свечей, это называется displacement. Оно всегда должно формировать внутри этого движения имбаланс. Вот он. И этот имбаланс должен удержать цену. Если вы увидите, что цена удерживает этот имбаланс, все, можно работать уже в противоположную сторону. Потому что у нас здесь есть SMT месячного цикла, плюс есть displacement, есть у нас слом, MSS, CIST, все есть. Осталось только зайти. Вот, выполнить вход. Мы дополняем вход. Теперь, куда здесь таргетируемся? Так. Нам нужно найти равные хаи. То есть, так. Полку, где вот было движение, консолидация, и цена формировала равную ликвидность. Здесь и вот можно отметить вот эти. Ведь цена была в аккумуляции, и здесь сформировала полка ликвидности сформирована. Почему не на этот хай, да? Вы можете спросить, почему сразу не сюда? Нам нужно разделить этот рейндж, вот этот, на премиум и дискаунт теперь. Вот, премиум и дискаунт. И вот, выше этого это премиум. И отметить в премиуме наши POI. Это можно сделать так. 15-минутный имбаланс. Нам нужны 15-минутные имбалансы. Так. И теперь смотрите. Вот первый имбаланс 15-минутный. Над ним есть еще. Сейчас. Так, на М15, либо на... Да, на М15, по-моему. Вот этот диапазон, он опять-таки сбалансированный, потому что здесь были и продажи, и покупки, и продажи, и покупки. Его будет трудно пробить. Плюс здесь у нас есть опять-таки high resistant ликвидность. Вот этот high зачищал вот эту ликвидность, вот ее. Этот high, он у нас является high resistant ликвидностью. Поэтому это сильная зона сопротивления. Если вы хотите, чтобы ваш таргет был точно отработан, нужно целиться на цели, которые находятся под ними. Либо этот, либо вот этот. Вот видите, равный хай. Либо сессионная ликвидность. Ликвидность лондонской сессии. Потому что у нас цена находится сейчас в дискаунте, и она стопудово придет вот сюда, потому что это эквилибриум. И если над эквилибриумом есть непроторговленные области и есть эти ликвидности в виде равных хаев либо равных лоу,
это будет явным таргетом. Так, отключаем это. Это лондонская сессия. Я таргетировался вот сюда. Да? Не, вот этот диапазон аккумуляции. Этому я научился у одного трейдера, его зовут Афис. Может быть, кто-то смотрел его видосы. Афис. Когда я учил MXM модели, я думал, что оригинальная консолидация всегда high, да, вот этого движения, думал. Но начал ловить стопы, и цена часто разворачивалась до моего таргета, и потом я приостановил торговлю по MXM модели и начал больше углубляться, лучше понять. И когда встретил этого трейдера, я понял, что надо таргетироваться именно вот в такие зоны консолидации. Это и есть оригинальная консолидация здесь, внутри этой модели. Это опять своего рода алгоритмические сигнатуры. То есть, когда алгоритм оставляет следы от себя. Так, открываем длинную позицию. Здесь ставим стоп за SMT дивергенцию. Сюда. И давай, поехали. И вот цена достигает этого уровня как раз таки здесь. Плюс, помните, я недавно говорил, когда цена достигает сессионной ликвидности, либо сессия, либо лоу предыдущего дня, месяца, оно делает одно откатное движение. Либо полностью разворачивается. Если это ликвидность от старших таймфреймов, либо месячный лоу, месячный хай, лоу недели, хай недели, то нужно быть осторожным. Цена может полностью развернуться, либо она может сделать одно откатное движение опять в обратную сторону. И тут этот пример, вот смотрите, здесь хай сессии, сессионный хай, цена забирает и обратно делает откатное движение. Вот это откатное движение. Делает откатное движение, и отсюда здесь формирует, по-любому здесь должно быть одно SMT дивергенции. Давайте посмотрим это. Так. Итак. Ну, здесь можно... Это на М1, если перейдем на М3, здесь будет имбаланс и формирование SMT внутри имбаланса будет. Потому что вот NASDAQ сделал глубокий откат, а S&P 500, он вот остался внутри вот этого имбаланса. Вот он. А здесь мы пробили этот имбаланс. Вот такие на М1 это тоже это сигнал, алгоритмические сигнатуры. Не надо не обращать внимания на такие моменты. Эти такие мелочи тоже дают сигнал. Окей, мы достигли здесь. И тут уже день заканчивается. Там дальше уже некуда торговать. Давайте посмотрим, как закроется уже день. Цена ушла в консолидацию. И как я и говорил, вот в этот хай
Так. Protected High. Цена не смогла пробить этот уровень. Здесь. И цена осталась. Так, переходим теперь на дневной таймфрейм. Смотрим, что мы сформировали. Так, это все можно удалить. Так, переходим здесь на день тоже. Удаляем. Итак, вот у нас SMT это между месяцами. Хорошо. На дневном таймфрейме здесь только вот единственный этот ордер блок стоит. Все, больше очевидных ничего нету. Значит, спускаемся на младший таймфрейм, чтобы увидеть более четче структуру. Вот я на H3. Теперь смотрим здесь. Что у нас есть в премиуме? Куда цена может прийти? У нас в премиуме есть вот эти равные хаи, которые являются магнитом для цены. Плюс у нас есть еще вот этот диапазон имбаланса, который не был еще протестирован достаточно хорошо. Значит, у нас есть магнит, да? Это называется drawn liquidity, то есть DOL, куда цену притягивают. Теперь мы сформировали еще тут имбаланс. Вот, трехчасовой имбаланс. Вот тут. День закрылся здесь. И чтобы уже к следующему дню у нас должен быть такой анализ. Есть этот имбаланс, есть плюс еще вот этот инверсионный имбаланс. Две зоны. То, если цена намерена идти туда дальше, она должна откатное движение вовнутрь этих пой, отсюда оттолкнуться, здесь сформировать SMT-дивергенцию и дальше продолжить движение уже по направлению к этим таргетам. Потому что это очевидная ликвидность в виде равных хаев. И теперь это уже вторник будет у нас. Да? Давайте посмотрим, как у нас формируется вторник. Стоп. Так, это М5, М5. Смотрите, вот тут у нас уже вот дали SMT, сформировали. Вот оно. Вот это. Если на М15 перейдем, то у нас будет здесь 15-минутный баланс. Вот он. Вот наш рабочий рейндж. Да? И цена сначала была в премиуме. Мы спустились в дискаунт. Протестировали по дискаунте в виде 15-минутного имбаланса. Вот. И здесь можете увидеть опять следы алгоритма. Цена, смотрите, как закрываются свечи от 0,5 уровня. То есть здесь уже дают сигнал. Так, теперь... Что это с ним? Вот здесь я уже, вот этот трейд от 4 числа, тут зашел, здесь дополнил.
И вот отработка этого трейда. Теперь перейдем на младший таймфрейм. Смотрите, здесь у нас сформировалась SMT-дивергенция. На младшем таймфрейме нам нужно теперь увидеть сигналы, которые дает нам алгоритм. Так, я выполнил вот здесь еще до лондонской сессии. И это так, M5. Ладно, тогда на M3 перейдем. Не обязательно на M5. Тут лишнее удалю все. Значит, цена пришла в дискаунт, в диапазон 15-минутного имбаланса. И тут у нас сформировалась SMT. Теперь на M1 я ищу слом структуры. Вот тут у меня слом через цист. Так как это все происходит внутри имбаланса, да, вот это движение, оно и есть Turtle Soup. Вот. И в Turtle Soup вам не обязательно, как я говорил недавно, не обязательно дождаться слома структуры. Слом структуры у нас был бы вот тут. Еще один важный момент, когда цена торгует через Turtle Soup, на откатном движении ловить будет сложно, потому что цена будет интенсивно, импульсивно двигаться в сторону таргета. То есть будет импульсное движение без глубоких откатов. И ждать момента, когда цена будет делать откат и думать, что я сейчас поймаю его, таких возможностей будет редко внутри этой концепции. То есть когда цена торгует через Turtle Soup. Поэтому либо цисты, либо инверсионный имбаланс. Либо цист, либо инверсионный имбаланс. Ну-ка на M5 посмотрим, что здесь, какая картина тут. На M5 здесь даже не достигла цена, а тут вот единственный диапазон, вот он. Даже через инверсионный имбаланс было бы сложно здесь поймать. Только вот на младшем таймфрейме здесь могли бы поймать по модели Unicorn Model, то есть Breaker Block Entry. Вот Breaker Block. На M1 будет, вот этот брейкером будет. Да, вот видите, этот high, он будет брейкером, и цена возвращается, тестирует этот диапазон, вот он. Это был бы у вас вход по модели Unicorn. Когда цена делает пробой брейкера, возвращается в диапазон брейкер блока и от него отталкивается. Вот он. Ну а я здесь вот тут уже выполнил вход. Вот здесь. Когда цена сделала тест циста на M3. Вот. Здесь выполнил вход. И таргет был. Так, первый таргет это buy side азиатской сессии. Второй таргет high предыдущего дня. Вот этот. Давайте сделаем вот так. И тут уже длинная позиция. Так. Все помнят, да, почему я здесь работаю в лонговом направлении? Потому что мы сформировали месячный SMT, мы сделали вот тут displacement, вот это движение было displacementом уже, мы оторвались. Здесь уже весь слом структуры MSS, PMSS, все остальное вот тут уже сделано. Здесь уже мы сформировали слом по MSS, по CIST и тому подобное. Если смотреть по MXM модели, здесь был еще фаза Low Risk Buy тоже подтвердилась. Поэтому здесь уже на следующий день я работал только в лонговом направлении.
Мне нужно было просто дождаться, что цена... У меня рабочий рейндж был вот этот. Вот рабочий рейндж. У вас всегда должен быть рабочий рейндж, когда вы выстраиваете свою идею торговли. То есть вы должны всегда сначала отметить свой рейндж, где вы работаете. Отметить там POI и ожидать реакцию от него. Вот рабочий рейндж, вот мой POI, 15-минутный имбаланс, вот реакции, здесь SMT дивергенция есть, и все. Слом структуры через СИС, я поймал вход, поставил таргет, и теперь жду, как цена будет дальше двигаться к этому направлению. Вот в таких моментах можно делать прям пирамидинг, прям кто хочет, кто знает, тот знает, да. Мои студенты, они знают, я учил у всех, как надо делать, как надо работать по пирамидингу. То есть на одной сделке расширять свой депозит. И вот мы достигли этого уровня здесь. Как я и говорил, и теперь тут еще нью-йоркская сессия еще не началась, но мы достигли хая предыдущего дня. И когда цена достигает такого уровня, она всегда делает одно откатное движение, должна сделать. И на этом откатном движении вы можете поймать вход. Стоп. Еще один такой секрет, ключевой, можно сказать. Так, это М3. Вход у вас должен быть всегда после SMT. Вот, пожалуйста, смотрите. Тут. Нет. Нет. Так. Вот этот ордер-блок здесь был. Вот он. Да, вот он. Либо здесь можно сделать как? На ОТЕ разделить. Оп, я неправильно взял. Вот. Так. Так, это все удалим здесь, чтобы не мозолило глаза. Почему я беру отсюда, а не с этого low, либо не с этого low? Я беру диапазон дилинг рейнджа. Дилинг рейндж это рейндж, который зачистил сначала ликвидность. Вот, самый последний, да. Вот, здесь была зачистка, аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. И то же самое у нас должно быть наверху. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. То есть, вот, этот high и этот low. У меня это рабочий опять диапазон, вот он. Это dealing range. И я тяну ОТЕ именно на диапазон dealing range.
И как мы видим, вот цена тестирует 618 уровень, и отсюда она отталкивается. Тут можно было поймать вход. Так. Если здесь измерим теперь. Да. Включайся уже. А тут мы можем увидеть, то, что цена сделала глубже откат уже от уровня 0.705. Видите разницу? То есть SMT есть тут. Так, здесь можно опять докупить. И теперь, что мы имеем здесь к этому моменту? Да. Смотрите, вот у нас здесь начинается неделя. Вот я поставлю линию, границу. Вот у нас понедельник. Это был вторник. И во вторник я уже смотрю через квартальную теорию. То есть через концепцию квартальной теории. Ага. Если чисто гипотетически, я прикидываю, допустим, если это у нас неделя формируется по AMD X модели, потому что мы вернулись в диапазон rejection блока, это еще одно подтверждение, то, что неделя может формироваться по AMD X. И она будет, скорее всего, в консолидации. Учитывая все это, я смотрю, значит, вот у меня был понедельник был А, мы зачистили sell side понедельника, и остался у меня buy side понедельника, который формирует у меня равные хаи. Вот. Значит, если мы зачистили, это у меня была здесь аккумуляция. Я делаю как? Вот она. Так. И через AMDX аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. И здесь у меня выясняется, значит, у меня среда – это фаза дистрибуции. А если дистрибуция, цена будет двигаться импульсным движением. То есть она не будет делать глубокие откаты и все такое и тому подобное. Поэтому следующим таргетом у меня будет вот этот buy side. Здесь я выполнил вход. Нью-Йорк еще не начался, осталось еще 1,5 часа до Нью-Йорка. Нью-Йорк начался, вот отработали. Теперь, что у нас происходит? Если здесь не успели, у вас была возможность вот тут поймать. Прям хорошая возможность была. Потому что тут прям явный PO3 был. Вот у нас аккумуляция была. Так, только PO3 был через Double Purge. Потому что мы сначала зачистили buy side, затем sell side. Вот. Когда делали зачистку sell side, мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. Вот так. Видите, ключ ко всему всегда SMT. SMT. Мы здесь формировали равные лои, а тут нет. Здесь не было никакого глубокого отката. Даже если тут, это на М3, на М1. Смотрите. Так. Вот отсюда мы можем брать. Это swing high, который сформировал этот low. Swing low на младшем таймфрейме. Мы пробили, закрепились телом. После этого, вот внутри этого движения у нас есть что? Имбалансы. И что делает этот имбаланс? Он удерживает цену. Да, телом не закрывается никакая свеча. Все, здесь можно выполнить вход. После вот у вас есть полное подтверждение. Тут, вот тут был цист у нас чуть ниже. Вот этот уровень. Цист. И как раз цена вот тестирует и цист, и отсюда все, она улетает выше. Все, просто это надо читать на младшем таймфрейме.
PO3 тоже. И здесь тоже, вот смотрите, вот PO3 было. Аккумуляция была, затем была манипуляция и дистрибуция. Сейчас тут вопрос моим студентам. Здесь, если вы будете смотреть чисто по ибдо-циклам, вам дают прям самую простой цикл. Аккумуляция, expansion, reversal отсюда, затем один retracement, вот он, делаем retracement, и продолжение expansion. Вот вам ибдо-цикл. Так, мы достигли здесь своего таргета. Так, дальше я уже не торговал. Потому что мы зашли в зону 4-часового имбаланса. И тут оттолкнулись от, видите, rejection блока. Вот он. Здесь rejection блок. Сейчас на H3 мы это увидим. Не надо. Так, здесь нету. Так, М30. Откуда это? Это вот это ордер блок. Это ордер блок. На М15. Вот этот ордер блок это был. Сейчас отмечим. Вот он. Почему я отметил этот ордер блок здесь на своем графике? Потому что этот ордер блок является high probability, то есть ордер блок с высокой вероятностью, то есть сильный ордер блок. Когда цена будет обратно спускаться и тестировать диапазон этого ордер блока, она будет получать реакцию. То есть отсюда мы тоже можем ждать слом и все такое. Почему он high probability? Потому что он формирует у нас SMT-дивергенцию месячную. То есть мы здесь забираем ликвидность, вот эту ликвидность прошлых недель. Вот здесь между месяцами здесь формируем SMT. И это SMT формируется именно благодаря этому ордер блоку. Вот ему. Поэтому он является сильной зоной. И кто у меня проходил курс по ибдо лукбэк, я там объяснял, да, то, что после того, как цена делает пробой, она всегда возвращается в диапазон ордер блока. Если она намерена работать по ордер флоу. И когда вы увидите такое, то что цена вернулась, протестировала ордер блок, значит цена начала работу по ордер флоу. Вот это значит работа по order flow.
Окей, теперь на 15. Здесь мы завершили. Дальше не торговали. Торговали, может быть, студенты. Вот, здесь тоже поймал ученик это движение. Также отметил. Здесь он только вот SMT дивергенцию, то, что я сейчас показывал. Вот, выполнил вход отсюда. Все. То есть, видите, я даже здесь не смотрел его трейд, но у нас мышление здесь с учеником одинаковое, потому что и он, и я работаем по одной системе. Вот он тоже отмечает, тоже сейчас, то, что я показал вам, SMT, вход вот отсюда, после имбаланса, а вернее вот тут уровень цист, вот он. Здесь у нас SMT моментом формируется, и он заходит. И ловит то же самое движение, то, что и я. Это и есть системное мышление, когда читается график через одну призму. Почему дальше я не торговал? Потому что мы в лондонской сессии, Лондон и Нью-Йорк, уже сделали нормальное движение. Вот так. Нет, не это. Где линейка? Вот. Смотрите. 600 пунктов. Цена уже сделала ход. Обычно это для внутридневной торговли это овер достаточно. И дальше, если и будет движение, оно будет незначительным. Если вы поймали, вот, и дальше у вас нету никакого таргета, вот сюда цена навряд ли придет внутри этого дня. Потому что все, у вас ланч здесь уже начался. И в PM-сессии цена, скорее всего, развернется, либо останется в консолидации. Поэтому надо здесь уметь себя остановить, сказать, на сегодня хватит. Мы и так поймали хорошее движение. Дальше просто закрываем терминал и наблюдаем, делаем анализ. Не надо, допустим, вы здесь поймали, тут поймали. О, я сейчас в форме, я супермен, я поймаю остальное тоже. И тут вы входите, потом ловите просто стоп. И с фиговым настроением потом закрываете свой день. Не надо. Надо уметь останавливаться. И вообще рекомендую торговать только вот Нью-Йорк и ланч-сессия. Этого движения, если вы поймаете, будет прям овер достаточно для вас. Не надо, как говорится, 5 пальцев сразу сувать в рот. Надо быть менее аппетит свой держать как под контролем. Окей, что мы здесь имеем? Все. Давайте теперь перейдем на дневной график, посмотрим, что у нас творится на дневном таймфрейме. Мы закрыли день. Итак. Так. Ага. Вот у нас есть уже SMT. Вот тут. Видите? Это. И это. Есть SMT. Давайте на младшем таймфрейме посмотрим теперь. На дейли ничего пока не понятно особо. Ну, у нас есть SMT. Понятно только вот это. Вот. Формируем SMT дивергенцию между... Так. Даже вот так можем взять. Смотрите. Это прошлая неделя. Вот. Четверг прошлой недели. Вот. Потому что NASDAQ забирает хай полностью. Вот этот четверг.
high здесь. S&P 500 делает fail. Теперь у нас формируется SMT между неделями. Это является уже по силе на втором месте стоит сигнал от таких SMT. То есть обычно, если формируется месячный, он самый сильный, затем недельный. Вот у нас сформировался здесь месячный SMT. В таких случаях нужно ждать, не торопиться. Ждать чего? Ждать еще одна SMT, опять, который будет вам сигнализировать движение в шортовом направлении. Не в лонг, а в шорт, потому что у вас есть SMT из из иерархии более старшего таймфрейма. Поэтому надо брать во внимание то, что диктует старший таймфрейм. Как только у вас будет SMT опять, который будет сигнализировать в sell, тогда надо искать вход. Окей, что мы тут имеем? Азиатская сессия. Вот, смотрите. Тут вот сформировался SMT. Вот оно. Нет, между сессиями, имею в виду. Мы здесь сформировали равные хаи, а здесь лои. Так что можно перейти на M1. Здесь на M3 уже FVG должен быть. Да, вот он FVG. Вот он. И от теста этого FVG можно выполнять вход. Можно сразу вот так сделать. Окей. Здесь мы выполнили вход. Таргет будет пока что свой sell side. Самый ближайший свой sell side. Но глобальный таргет у нас будут вот эти ликвидности. Почему? Потому что у нас есть недельный SMT в премиуме. И плюс это все у нас формируется когда среда. В среду мы здесь сформировали, но в четверг мы сделали пересвип. Если смотреть по недельным профилям, у нас это похоже на Classic Expansion. Во вторник мы сделали смещение. И плюс во вторник, от начала вторника до вот этого момента мы сформировали рейндж, вот этот рейндж, который он еще не сбалансированный. На H4. Так. Вот этот рейндж даже. А этот наш dealing рейндж. Вот он. И тут мы его делим в премиум дискаунт. В дискаунте мы должны отметить POI. Вот первый, самый ближайший к эквилибриуму, 4-часовой имбаланс, вот он. Затем идет ниже него еще один. Вот. Цена, если намеренно продолжить движение в лонг, она сначала должна теперь сделать одно движение в дискаунт, отсюда получить реакцию и продолжить. Либо пробить эти уровни и продолжить движение в шортовом направлении.
Так. Здесь делаем вот так. Стоп сюда. Это сюда. Давайте посмотрим. Опс. Есть. Так. Поймали. Да. Поймали. Здесь пока нету никакого SMT. Теперь, так как у нас есть недельный SMT, который показывает в шартовом направлении, началась нью-йоркская сессия, то теперь в Нью-Йорке мы должны увидеть еще одно SMT, которое будет сигнализировать к нам в шартовом направлении движения. Смотрите, вот тут. Так, я перейду на М3 лучше, чтобы успеть. Лучше на М1 даже. Так, вот так. Смотрите, NASDAQ забрал уже buy-side лондонской сессии, S&P 500 сделал fail. Как только мы здесь вот тут увидим слом, можно будет входить в шартовом направлении. Для этого мы заранее должны отметить себе, вот тут это будет инверсионным имбалансом у нас. Здесь будет слом структуры. И вот тут у нас будет цист. Да. Как только будет пробой этих уровней, можно будет искать позицию в шорт. Стоп. Так. Вот смотрите. Цист дал сигнал. Вот он. Затем инверсионный имбаланс. Пробили мы его. Вот. Закрылись ниже этого уровня. Затем сделали тест этого имбаланса инверсионного. И смещение пошло. Вот у нас МСС. Пробили. Здесь мы не формируем никакого имбаланса. Цена просто делает смещение. Так что здесь можно уже открывать позицию. И таргетироваться теперь. Вот у нас эквилибриум. Ближе к эквилибриуму у нас еще вот 4-часовой имбаланс. Вот он. Может таргетироваться сразу сюда. Потому что цена должна по-любому прийти и обеспечить здесь проторговку. Плюс здесь есть сессионная ликвидность. Вот она. Вот забрали. И все, да. Да, день закончился. Вот как мы видим, смотрите теперь. Интересно, да, М5. Здесь даже давали 2 раза войти в позицию. Так, на М5, может быть. Запомните вот это движение, когда я сделаю анонс урока по Different Delivery, вы поймете, почему вот такое движение здесь было. Мы вернулись в диапазон 5-минутного уже имбаланса. Вот он здесь. Протестировали его. Вот уровень 0.5 прям отлично удержал цену и отсюда упали. И теперь по квартальной теории, да, у нас был анализ. Понедельник у нас была, значит, аккумуляцией, вторник была манипуляцией, и четверг подтвердил, это была дистрибуция.
забрали ликвидность в виде равных хаев. И четверг у нас X получается. А в X либо разворот, либо откат. Цена будет делать либо разворот, либо откат. Так. Теперь давайте посмотрим. Сейчас закроем этот день. Стоп. Так, на дневном что у нас творится здесь? Окей, на дневном у нас вот это SMT. Есть, да? Есть. Плюс, что у нас получается? Мы забрали ликвидность предыдущего вот, максимума и закрылись внутри. Значит, байс к следующему дню шартовый будет. То есть надо будет работать в шартовом направлении, а для этого нужно будет дождаться SMT дивергенции в buy-сайде. Теперь наш рабочий dealing range это вот этот range, high, low. Делим его на премиум дискаунт. Вот. Цена уже в премиуме. Так, и тут мы отмечаем, так, на M15 есть ли у нас тут имбаланс. Да, вот. Вот диапазон имбаланса 15-минутного FSJ. Так, азиатская сессия. Стоп. И вот нам нужно было одно SMT в премиуме. И здесь у нас вот формируется SMT между сессиями. Азиатская сессия и лондонская сессия. Вот. Это уже сигнал. Все, мы пришли, ребалансировали эту область. Теперь нам нужно здесь увидеть слом структуры. Вот этот. Здесь будет у нас МСС. Так. Цист уже у нас вот сформировали. Вот поглощение. Это серия свечей, бычьих свечей. У нас был с цистом. Как только вот закроется цена ниже этого уровня, это будет подтверждением. Так, мы давайте на М3 посмотрим. Вот здесь цена, смотрите, закрылась ниже этого уровня. Тут можно уже ловить вход. Так, и куда мы можем здесь таргетироваться, да? Таргетироваться. Мы видим вот здесь low resistant ликвидность. Вот она. Вот здесь low resistant. То есть эту ликвидность цена по-любому снимет, значит. Почему я уверенно ставлю сюда таргет? Потому что у меня есть недельный SMT уже сформирован. У меня есть теперь SMT, подтверждающий направление недельного в премиуме. Поэтому, когда такое формируется, обычно сразу идет смещение. Если цена пробьет этот уровень, то я уже смотрю ниже.
Так. Вот смотрите, этот и этот лоу, они формируют относительно равные лои. То можно здесь таргетироваться вот так прям. Затем идет вот это все, но до этого движение очень длинная дистанция. Надо чуть-чуть смотреть, как. Если цена придет сюда и закрепится телом, то да, можно уже смотреть дальше. Если нет, надо уже исходить от графика. Пока что вот первый таргет сюда. О, забрали. Стоп, стоп. Ага. Смотрите, что у нас теперь произошло. Забрали, но вот на одном движении мы уже здесь сделали 500 пунктов движения. Для одного дня 500-600 пунктов это, как вам сказать, больше даже норм. Это, то есть нормально. Больше ожидать не имеет смысла. Посмотрим, что у нас сделал S&P 500. Окей. S&P 500 вообще забрал всю ликвидность почти здесь. Вот. И обновил даже лоу недели. То есть сформировал лоу новый. У нас здесь образовалась SMT. Вот она. Да. Тут вот здесь уже дальше торговать не имеет смысла. Даже если это Нью-Йорк. Потому что, смотрите, у нас есть SMT дивергенция. SMT. И в Нью-Йорке цена опять ушла вглубь. Когда у нас формируется вот такое SMT дивергенция, и тем более пятница, в пятницу обычно уже алгоритм закругляется, оно не делает. Если и делает, то в первой половине нью-йоркской сессии. Дальше там ловить нечего. Мы видим то, что здесь цена сделала одно откатное движение. Так, это мы ловили, это мы поймали. Вот оно здесь. И у нас был еще non-farm. Мы пропустили эту торговлю. А таргет как раз таки был вот хай этого non-farm. Это News Event ликвидность. Вот она. News Event ликвидность. Здесь поймали. И маленькое движение. На этом мы сделали потом все уже достаточно. Прекратили торговлю. Не торговали. И как показывает график, мы сделали правильно. Вот. Дальше цена просто была в консолидации. Спасибо. И эта неделя, она подтвердила мой прогноз, который я делал в прошлой неделе, то что начало месяца у нас формируется через аккумуляцию. То есть наш месячный цикл формируется через AMDX модель. И в следующую неделю у нас вот сформировалась фаза аккумуляции, сформировалась. Нам нужно просто отметить buy side и sell side этой недели. Да, вот наш sell side и наш buy side. На S&P 500 мы уже сделали свип. И зачистка одной из сторон это будет манипуляцией. То есть следующая неделя будет такая. И на следующей неделе, может быть, к концу недели уже начнется фаза дистрибуции. Давайте посмотрим, какие новости у нас есть на следующей неделе. Так, 7. Вот. У нас следующая неделя будет очень веселой. Ага. Самая важная новость выходит у нас в среду. Это будет CPI. Значит,
До среды цена она будет находиться, я такой, внутри этого рейнджа. В CPI будет манипуляционное движение, либо buy side, либо sell side. И затем начнется уже движение, истинное движение. Вот. В CPI я ожидаю манипуляционное движение, что это будет обманное движение, и после него будет истинное движение. А что будет у нас? Так. Вот здесь уже третья неделя FOMS. Вот тут могут быть действительно самые сильные движения, потому что FOMS это самая сильная волатильная новость, Red Folder News, который заставляет рынок двигаться бешеными движениями. И на фоне именно выхода отчета FOMS цена может упасть еще глубже. То есть, либо как раз это будет подтверждением следующей неделе манипуляции, а после нее дистрибуция. Так, такие вот у нас. Так, неделя, как она смотрится здесь. Так, а здесь неделя какая? Ну вот. Так как S&P 500 как вам сказать, самый сильный актив из этих триад, из трех, Dow Jones, NASDAQ и S&P 500, самый сильный это S&P. И вот у нас что творится. Мы закрылись ниже лоу предыдущей недели. И вот такие вот смещения. То есть это сильный сигнал. Но при этом мы оставили опять rejection блок. Вот этот, который находится внутри этого. А что это значит? Это значит то, что цена может прийти сюда, забрать buy side, это будет манипуляцией, и затем продолжить падение. То же самое и здесь. Здесь на S&P 500 цена может даже не дойти до этого buy side, и таким образом у нас будет сформирована SMT дивергенция, такая, а здесь такая. И затем будет уже начало вот этого всего движения постепенно. Хотя сейчас. Нет, еще рано. Ну, начало, да, может быть начаться в этом месяце. То есть я имею в виду начало манипуляции. Дна мы достигнем вот тут, в Q2 годового цикла. Пока вот такие прогнозы. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, задавайте, спрашивайте. Если кто-то смотрит новый, в первый раз мои стримы, у меня есть основной канал. Подписывайтесь. Там есть много полезного в свободном доступе. Все бесплатно. Полный план обучения, как надо изучать ICT. Вот тут весь план написан, по какой этапности надо обучаться. Но если вы хотите сэкономить время, у меня есть еще свой менторшип, вот, где я уже обучаю сам полностью ICT торговли, Smart Money. Но этот курс, он продвинутый курс для тех, у кого есть уже база ICT. Это углубленный продвинутый курс. Здесь я обучаю всему, что я знаю сам, и как читать графики, как читать алгоритмы. Так, вот здесь вот торговля студентов, все, кто прошел уже мою систему обучения, вот, торгуют так же, как и я. У нас одинаковое мышление, по одной системе торгуют ребята, и все успешно. И все, кто пришел, они здесь уже выходят с пониманием, четким пониманием
рынка и алгоритма. Кто заинтересован, пишите, ребята, в личку, обсудим все это. Так, неделя была довольно-таки плодотворной тоже, успешной, хорошей. Все основное. У меня на основном канале я почти ничего не делаю, редко что, только делаю посты до и после. Основной движ у нас происходит в закрытом канале, где у нас идет полный анализ ежедневно до и после торговли. Ребята, студенты, все обмениваются идеями, мыслями. Таким образом развиваются все. Спасибо, ребята. Если нет вопросов, закругляемся. Хороших выходных вам. Ждите новый урок. Дай Бог силы. Постараюсь выпустить уже либо завтра, либо сегодня. Если бы не моя лень, я бы давно это сделал, но, к сожалению, иногда я такой ленивый. Рынок США обвалился на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На самом деле, не на фоне этого всего. На самом деле, рынок уже достиг своего апогея, пика. Поэтому нужно здесь одно. Вот. Здесь нужно либо одно откатное движение, либо полностью разворот. Те, кто понимает алгоритм, они знают то, что это все, вот это обман. Это как бы занавес, который показывает неосведомленным людям. А те, кто понимает алгоритм, они знают, что это всего лишь откатное движение начинается. Ладно, ребят, пока-пока, всего доброго, до свидания.